Всем привет, мои дорогие! Всех с праздниками! Будем очень надеяться, что наступивший год будет лучше, чем ушедший. Тема сегодняшнего нашего ролика, нашей встречи – это текстильный коллаж. Я сейчас работаю над заказом детское панно в детскую комнату, и там много элементов аппликации и текстильного коллажа. И я вам сегодня как раз хочу рассказать и показать, что это такое. Разговор будет о двух способах текстильного коллажа. Это коллаж с помощью клейкой бумаги и коллаж с помощью клея, который я изобрела сама. Очень удобный способ, очень облегчающий работу над квилтом. И я вам все это подробно покажу и расскажу. Я хорошо помню про вашу просьбу сделать ролик про окраску ткани и про принты. Это у меня в самых ближайших планах. Я думаю, что следующий ролик будет как раз на эту тему. Но думаю сделать два отдельных ролика. Один про окраску, другой про принты, потому что это две отдельные темы, весьма большие, интересные и не очень даже связанные между собой. Ну а сейчас без долгих слов приступаем к текстильному коллажу. Смотрим. Так, для начала разберемся с терминами. Аппликация и текстильный коллаж. Аппликация. По-английски apply, по-французски applique, то есть что-то приложить к чему-то дословно, что-то добавить к чему-то. Вот это мои старые прихваточки, теперь уже подставки для горячего, я просто извиняюсь, они уже не первой свежести, но они хороший пример аппликации. Вот кусочек, добавила к кусочку, приложила к кусочку и по краям прострочила зигзагом. Так сказать, классический пример аппликации. Еще давно делала, когда только училась. Вот то же самое аппликация. Вот мои мумики, незаконченные пока еще панно в детскую. Здесь тоже в основном все сделано методом аппликации. Вот, предположим, на этом мумике хорошо видно. Вот я по краям прострочила белым зигзагом, обвела просто черным акриловым контуром, это для декоративных целей. Здесь разными строчками, но все пришивала. Здесь вышивка, естественно, но в основном это все аппликация. Коллажа здесь, по-моему, нет. Да, нету. Вот это моя работа из очень ранних. Пейзаж Греции, такие древнегреческие развалины. Я ее шила в тот период, когда еще вообще ничего не знала о текстильном коллаже, не знала о том, что он существует. И все эти крошечные кусочки, все нашито каждый раз методом аппликации, без всякого клея. А коллаж... Это термин происходит, слово «кола» во всех латинских языках означает клей. То есть это клеевой способ прикрепления материи к материи с помощью клея или каких-то клеевых приспособлений. Здесь это тоже не законченная еще картина. В основном здесь использовался метод коллажа. Я думаю, что я про нее сделаю, когда закончу. Это еще только вид из окна. Здесь еще будет какой-то натюрморт, какие-то цветы, пока еще не решила. Но вот эти вот все кусочки в основном приклеены, потом сверху прострочены. Опять же, не буду сейчас пока останавливаться на этом. Вот пример работы, где нет ни аппликации, ни коллажа. Это просто чистая вышивка. Тоже еще пока не законченная. Но это только вышивка на белом фоне разноцветными нитками. Вот. Хорошо видно? Да, видно. Могу поднести поближе. Это только чистая вышивка. А вот эта смешанная техника начинала как коллаж. Приклеивала первоначально кусочки, потом бросила этим заниматься. Продолжала просто прикладывать уже как бы аппликации, но аппликация под сеткой. Сверху положила очень крупный чистый фатин. Под него тоже много всего, и пряжа, и, как вы видите, фольга. Это такой уже пример смешанной техники. Я сначала покажу вам основные, так сказать, приспособления для этого, а потом уже покажу на примере своей работы. Для текстильного коллажа, где нужны точные очертания, как вот в той моей работе, которая будет дальше. Там у меня такая архитектура, и я делала домики по выкройкам. Очень удобный способ – это клеевая бумага. Вот это, по-моему, польская бумага, я ее купила в Леонардо. У нее очень грубый слой клеевой, такой редкий,
четкий, он подходит хорошо для грубых тканей, это лен, ну, хлопок. Для тонких он не подойдет, для тонких покажу потом. Но он хорош тем, что на нем можно делать выкройки. И потом с помощью утюга мы все это переводим на ткань. Я все это расскажу и покажу. Более нежный способ — паутинка. Вот она такая уже воздушная. Она хорошо подходит для более тонких тканей. Так, это тоже паутинка, да. И для коллажа в тех случаях, когда не нужны четкие очертания, не нужны выкройки. Предположим, мы наклеиваем лепестки цветов, что-то еще. И здесь можно просто под кусочек ткани подложить кусочек паутинки и проклеить это все. Будет очень удобно и нежно смотреться. Еще есть способ, вот я просто пересыпала его в баночку. Вот, хорошо видно, текстильный термоклей. Я это купила, по-моему, в иголочке. Ну, здесь написано в инструкции, что просто надо насыпать сухой порошок, вот он, и проклеить. Честно говоря, я пробовала, клеит хорошо, но вот сам способ того, что надо сыпать, а не намазывать, мне не очень нравится. Можно просыпать мимо, можно просыпать слишком много или слишком мало. В общем, я этим видом клея пользуюсь редко. Клей для декупажа, для текстильного коллажа, мне кажется, не очень. Ну, не знаю, может быть, кто-то с ним хорошо работает. Я попробовала пару раз, мне не очень понравилось, как-то он не сразу хватает. В общем, пока он дорогой, пока я его отставила, и не знаю, что с ним делать. Вот. И вот еще один клей, который я изобрела сама, и вот о нем я вам подробно расскажу дальше в ролике. Я, значит, еще раз обращаю ваше внимание на то, что способ с бумагой хорош тогда, когда нужно делать четкие выкройки. Способ с клеем и паутинкой хорошо идет, когда формы у нас свободные. Лепестки, повторяю, цветов, какие-то листья деревьев, пейзаж и так далее. Свободные формы. Для начинающих мастеров хочу сказать вот такую вещь. Обратите внимание, клеевая паутинка чем отличается от клеевого флизелина? Клеевая паутинка — это двусторонняя клеевая лента, у нее обе стороны клеевые, и она как раз хорошо подходит для текстильного коллажа. А клеевой флизелин имеет только одну клеевую сторону, другая не клеевая. Он служит для укрепления тонких тканей перед аппликацией. То есть, если у нас какая-то очень тонкая ткань, крепдешин, шелк, еще что-то, а нам нужно четкие формы при аппликации, мы проглаживаем с помощью утюга, сажаем на флизелин, и потом уже эта ткань делается более плотной, с более четкими контурами, ее уже легче методом аппликации пришивать на основу. Вот пример очень тонкой ткани, струящейся такой, которая трудна для аппликации. И вот я ее посадила на флизелин. Вот одна сторона — это флизелин. И теперь вот у нее четкие появились контуры, не махрится, и теперь она очень удобна для аппликации. Ну, теперь переходим к работе. Дальше все покажу и расскажу более подробно. Новый заказ по новую детскую комнату. Аппликацию домиков, замка буду делать вот таким образом. На клейкую бумагу нанесу рисунок, вырежу, приклею с помощью утюга к материи и уже готовый кусочек буду приклеивать к основе, к небу. Сверху еще прикрепила обычную кальку, ну, бумагу для выпечки, чтобы сэкономить клейкую бумагу. Она не дешевая, скажем так. Вот. Сейчас сделаю целиком вот так вот рисунок, и потом все это переведу уже на клейкую бумагу. Отличный материал для кровли. Тут еще надо учитывать такой момент. Вот эта бумага клейкая, да, вот клею с этой стороны, рисунок с этой. То есть, если я накладываю на лицевую сторону, у меня лицевая сторона получается клейкой, и, естественно, никакой аппликации не получится. Весь рисунок у меня получается
в зеркальном пока отражении, если делать его только наклейкой бумаги. Но с калькой этот вопрос будет легче решить. Поэтому я вот накладываю вот этот вот кусочек на изнанку. Вот так. Приклеиваю утюгом, и потом точно вырезаю. И вот таким вот образом приклеиваю. Вот видите, уже проступает эта сеточка. Довольно грубая. Вот, так что у нее есть и плюсы, и минусы. Паутинка, конечно, нежнее. И вот сейчас я это все буду аккуратно вырезать. Так, выравниваю вот по рисунку, чтобы совпало. Все контуры и ищу место, где будет эта крыша, потому что она как бы печка, от которой я буду плясать. Вот она будет здесь. Так. Сейчас ее буду приклеивать. Проглаживаю через кальку, потому что здесь у меня шелк тонкий, нежный. С лицевой стороны, конечно, никак нельзя утюгом, поэтому я делаю вот таким вот образом. Прижимаю и держу секунд 5, 6, 7. Просто держу, не глажу. Ну вот, все. Прекрасно прихватилось. И таким же образом я буду делать всю остальную аппликацию. Теперь еще существенный момент. Когда я режу выкройки, я смотрю по рисунку. Вот здесь у меня будет крыша другого дома. Но я делаю немножечко с запасом. Если я ошибусь, у меня будет запас подправить вверх или вниз. Вот таким вот образом. То есть отрезаю по контуру немного шире. Потом уже на материи я это, естественно, все сделаю точно. Вот смотрим еще раз. Очень важный момент. Вот лицевая сторона. Липкая должна быть эта. То есть вот у нас рисунок на кальке. Это калька. Вот так. Это клейкая бумага. Она пойдет липкой стороной к изнанке. Поэтому на ней рисунок должен быть зеркальный. Вот лицевая сторона будет уже в правильном направлении. Так, ну что же, переходим к следующему этапу. Дома построены, осталось сделать окна и двери. Я сначала думала, может быть, нарисовать их красками, но решила, что вот такие лоскутки всякие яркие будут смотреться эффектней, более празднично, более по-детски. Ну, это довольно ювелирная работа, подбирать окошечки, двери к детским панно, потому что здесь большое значение имеет рисунок. Я вот перепробовала много разных вариантов, остановилась пока на этом. Опять же, размеры крошечные. Пока я накалываю булавками. Вот, потом покажу вам дальше. Детишки очень любят рассматривать детали, как мы все знаем, то где-то окошечки делаю прямоугольные, со шторками, где-то срезаю уголки, чтобы было разнообразие, чтобы можно было все это
рассматривать долго. А вот тут, например, расположить окошечки немножко на разном уровне. Мне кажется, это тоже интереснее, дает какой-то сказочный эффект. Двери окошки я наколола. Сейчас буду переходить к текстильному коллажу. Предварительно наведу тут порядок. Все нитки убираем очень таким удобным, легким способом. Вот, панно снова чистенькое. Так, ну что же. Я думаю, без клея здесь не обойтись, без текстильного коллажа, потому что детали действительно очень маленькие. Ну, для себя я его изобрела сама. Не буду претендовать на совсем авторство, поскольку, может быть, кто-то из мастериц тоже придумал нечто в этом роде. Но способ мой вот такой. Просто клеить клеем ПВА довольно плотно очень фактура, получается, ее потом не очень можно прострочить. Поэтому я придумала взять клей флизелиновый для обоев, размешать его с водой, ну, немножечко совсем. Вода комнатной температуры до сметанообразной консистенции. Нужно подождать немножко, пока этот клей разбухнет. Вот у меня получилось слишком густо, придется еще разбавлять. Потом начну клеить. Но сам по себе этот клей не такой хваткий, скажем так, как ПВА. Он не схватит просто так вот мгновенно, поэтому сверху надо будет проглаживать утюгом. Этот способ я применяла уже в некоторых своих работах, например, в пейзаже набережной Цюриха. Ссылка будет наверху. И, в общем, осталась довольна этим способом. Так что рекомендую его вам. Ну вот, консистенция уже достаточная. Может быть, даже слишком густая, но сейчас попробую. Ну вот, сейчас попробую на том, что попроще, на двери. Он бесцветный, поэтому если даже попадает на лицевую сторону, ничего страшного. Вот так. По крайней мере, деталь уже закреплена. Сейчас ниточку уберу. Деталь уже закреплена и не будет ездить туда-сюда, и уже не нужны булавки. То же самое делаю с окнами. Вот она уже сидит. Причем даже, вот попробовал дверь, уже даже не сдвинешь. Так что я напрасно боялась, что клей получился густой. Как раз получилось то, что надо. Хорошо закрепляет. Этот способ еще хорош тем, что если приклеила чуть-чуть криво, можно исправить. Еще есть какое-то время для такой манипуляции. Вот так. Опять же, сначала прикрепила не туда, сняла, поставила на другое место. Здесь все вытерла, это высохнет и пятна не будет. То есть этот клей хорош еще и с этой точки зрения. Материю можно даже немножечко изгибать и поворачивать, пока она еще не приклеилась. Например, если бы я хотела сделать кривую трубу, вот, пожалуйста, она уже держится в таком положении. Но я ее немножечко все-таки выпрямлю. Еще этот способ хорош тем, что я насыпала, ну вы видели, совсем чуть-чуть клея. Он разбух, получилось довольно большое количество, и все это очень-очень дешево, в отличие от всех других текстильных клеев, тем более клея для декупажа, который продается в рукодельных магазинах. Это просто очень экономичный способ. Но это все еще достаточно влажно, поэтому гладить все равно надо будет сверху. Не буду вас пока утомлять всем процессом. Сейчас все прикреплю и потом покажу, что буду делать дальше. Ну вот все приклеила. Сейчас подожду еще чуть-чуть, чтобы сверху высохло, потому что кое-где еще клей совсем сырой, чтобы он не приклеился к той бумаге, через которую я буду клеить. Я чуть-чуть подожду.
Вот я помогла побыстрее высохнуть квилту с помощью фена, включила его на слабый режим. И вы знаете, кусочки так хорошо приклеились, что, может быть, я даже не буду гладить их утюгом. В прошлых своих работах я ускоряла процесс с помощью утюга, а сейчас попробовала феном и осталась очень довольна результатом. Вот они, вот я прямо тереблю, они хорошо крепко сидят. Так что теперь можно приступать к вышивке. Сейчас покажу вам поближе. Немножко желтит, потому что под лампой. Вот здесь я уже пришила. Вот здесь еще нет. Но вот смотрите, насколько хорошо держит этот клей. Вот я прямо пытаюсь подковырнуть, и даже не получается. То есть, если бы это не была бы такая более практическая вещь, детское панно, которое нужно вытряхивать, может быть, даже пылесосить, протирать влажной тряпочкой, то если бы это была просто картина на стене, то я бы оставила даже вот так, не стала бы обшивать. Но здесь просто для гарантии буду делать еще стежку, вышивку рам. Ну и под конец хочу вам показать еще один момент в процессе работы, где мой текстильный клей сослужил мне очень хорошую службу. Это платьице для феи. Я его делала из 3 слоев тюля с помощью этого клея. Сейчас я вам все это покажу. И я очень довольна результатом. Это был тонкий материал. Клей отлично справился. Берем 3 разные вида тюля. Отрезаем по кусочку. Берем клей, берем золотые блестки. И перемешиваем это дело. А теперь склеиваем все слои вот таким образом. Вот получилась такая прелесть. Сейчас покажу крупно, как она блестит. Можно резать как угодно. Она совсем не махрится. И при этом полупрозрачная. Очень удобно. Мои дорогие, огромное вам спасибо всем за ваше внимание к моему каналу, за ваши теплые, чудесные слова, пожелания, комментарии. У меня просто нет слов от благодарности. Это придает мне много сил, настроения, желания работать дальше. Всем вам здоровья и счастья в наступившем году. Будем вместе.